Нас, можно сказать, обманули. А сколько он стоит? Он такой текстурный. Столешница из чего у тебя? Привет, Ир. Привет. Спасибо, что пригласила к себе в гости. Скажи, какой у тебя метраж? 64,8 квадратных метров. А высота потолков? После ремонта 2,9 получилось. Как долго делали ремонт? Где-то 4 месяца. А давно здесь живете? Заехали? Вот на Новый год было 2 года уже. 2 года. Ну, это достаточно быстро. Это вы прям в каком-то ускоренном, да, режиме делали все. Получается, Да. 65 квадратных метров и 4 месяца – это хороший срок. У нас Маленький. план был заехать к Новому году. И мы как раз вот 30 декабря заехали. 29-го нам собрали кухню, и 30 декабря мы уже заносили в таком быстром темпе всю мебель, что-то собирали, перевозили. Папа нам устанавливал телевизор, какие-то розетки, вот, то есть вот все быстро-быстро вот так. Сейчас начнем с коридора. Это у нас вообще стеллаж для книг, это IKEA бамбук. Мы его как-то переоборудовали под полки для обуви, потому что удобно, чтобы это был не шкаф закрытый, а именно вот пришел, помыл и поставил на полку. Здесь у нас плетеная такая корзина для ключей, тоже очень удобно, потому что мы праворукие все-таки, и пришел, положил ключи, ботинки снял, поставил. Кладовая такая, открытая тоже система хранения. Там контейнеры у нас хранятся какие-то вещи. А ящики это откуда у тебя такие плетеные? Это IKEA, не помню, как серия называется. Дальше у нас расположились крючки для хранения шоперов. Мы в магазин ходим не с пакетами, а с шоперами, боремся за экологию. Здесь у нас такая скамейка из Zara Home для того, чтобы надевать обувь и также поставить какую-то сумку. Здесь у нас шкаф, тоже бамбук IKEA. У нас какие-то маленькие сумки, корзина для тапок, аптечка. Здесь у нас хранятся какие-то еще дополнительные куртки, сумки. Все, шкаф, то есть выполнен, дверь купе. Класс, Так. а я таких не видел. Это какая-то лимитированная, да, серия? Нет, Или они это... еще есть. Еще это есть? Нордкиза называется. Очень серия. красиво смотрится. Это прям такой речный шкаф. Очень круто. Ну да, он такой легкий, он невысокий, и как-то не хотел загромождать квартиру высокими шкафами. Поэтому вот мы его увидели и сразу влюбились. А контейнеры мы покупали в Оби, они пробковые. Здесь у нас стоит комод, это тоже IKEA. Он очень удобный, он глубокий. У вас получается очень широкий, да, коридор? Да, нам помогал, то есть, точнее, не помогал, а вообще спланировал наш прораб. Мы к нему обратились, потому что это была свободная планировка, здесь всего лишь одна стена была несущая, и он нам, то есть, вот так вот спроектировал эти стены. Мы ему сказали, что мы хотим, а он уже это вот так вот возвел, и мы этим очень довольны. Двери у нас все белые, соответственно, входная дверь тоже сделали белую. И вот такая вот дверь раздвижная в ванную. Я долгое время смотрела на Пинтересте, мелькали такие двери с американских сайтов. Единственное, здесь нет, конечно, вот этой звукоизоляции, она совершенно отсутствует. Зимой в ванной все-таки прохладно, так как дверь обыкновенная, она закрывается и сохраняет тепло, то эта дверь, конечно, этого не выполняет. И еще забыла рассказать один минус этой двери, это то, что наш пес Рони подходит, когда в самый ненужный момент, когда ты находишься в ванной комнате, он подходит с этой стороны, толкает лапой, и дверь открывается. И с этим сталкивается каждый наш гость. Либо зима, ты стоишь мокрый в душе, холодно в квартире, он открывает лапой, заглядывает и улыбается просто. Сейчас перейдем в нашу кухню-гостиную. Это у нас зона гостиной. У нас здесь 2 плетеных кресла. Мы не хотели диван изначально, то есть мы предполагали, что у нас будут какие-то кресла.
В итоге мы купили вот кресло Икеи, это серия Стокгольм 2017. Мы ими очень довольны, они очень широкие, в них удобно сидеть. Они заменяют полностью диван. Это у нас камин. Камин выполнен из гипсового кирпича. Я долгое время искала какие-то картинки на Пинтересте, и когда я нашла то, что я хочу, и тот материал, из чего это должно быть выполнено, мы просто показали нашему прорабу, и с ним уже вместе размеры, то есть примерно я ему показала, а он мне уже высчитал вот по этим кирпичикам, какой он точно будет, шириной и высотой. Здесь у нас как бы расположены просто подсвечники, иногда мы в них свечи зажигаем, иногда мы их убираем и просто ставим свечи туда. Здесь у нас совсем недавно, вот буквально позавчера перед вами вы купили у нас буфет, у нас здесь стоял, сейчас у нас стоит здесь комод, это серия Мальм, и вот такой вот минимализм. Мы немножко устали от вот этого милого, доброго буфета такого, вот захотелось нам чего-то такого вот пониже, попроще, такие вот, просто вот обычный комод с ящиками. Здесь у нас льняные шторы, это H&M, я просто влюблена в лен, потому что он какой-то такой, у него его текстура, и мы сейчас вот заменили все чехлы на льняные. Это, получается, витрина, по-моему, была у тебя из той же серии, что и буфет, да? Да, это серия Хемнос, то есть сейчас его уже нет в каталогах. Ну вот он у нас стоит, да, мы его покупали изначально вот сюда для бокалов, и тоже очень довольны, он занимает очень мало места, у него глубина около 30 сантиметров, и сюда вместились все бокалы, кружки для чая, кофе, даже вот банка со свечками, ваза и так далее. Сейчас перейдем в зону кухни, у нас нет никаких перегородок, это все одна комната. Здесь у нас разделяют только барная стойка. Она была задумана мной не только как вот барная стойка, а все-таки ее функциональность, у нас с этой стороны ящики, в которых хранится все. И я, когда планировала нашу кухню, я понимала, что, допустим, вот здесь вот это не как рабочая зона, да, у нас машинка всего 45 сантиметров, потому что я понимала, что я буду готовить именно вот на барной стойке. И, соответственно, вешали телевизор туда, чтобы вот я тут побежала, помыла, там перевернула что-то, а здесь уже нарезала, смешала. И такая рабочая зона, она достаточно большая получается. И даже утром я завтракаю не сидя, а стоя, то есть я все принесла, Дима тут сел, поел, я с ним постояла здесь, поела, и вот как-то, то есть планировкой кухни я очень довольна. Когда мы тоже еще думали вот о кухне, сразу знали, что будут именно ящики, потому что это очень удобно. У нас только несколько дверей есть, вот здесь вот встроенный холодильник, духовой шкаф, он с СВЧ печью уже идет. И вот это таких два больших элемента на кухне, поэтому они встали именно вот на этой стене, чтобы у нас здесь вот была такая вот воздух, свободная такая вот стена, Вообще, только вот... да, вообще круто, я тебя перебью. Получается, у тебя кухня открытая, она без верхних ящиков, да? Это твое какое-то решение, да? Мы их не планировали, чтобы не утяжеляли. Все-таки кухня соединена с гостиной, поэтому как-то, чтобы не было, что это чисто кухня такая. И нам хранения действительно хватает вот этих вот ящиков. Здесь у нас, вот, как я сказала, уже посудомоечная машина. Здесь вот еще у нас маленький ящик такой. У нас здесь хранятся таблетки для машинки, какие-то тряпочки, губочки, щетки. Ну вот все такое вот. Здесь у нас варочная панель, ящик для круп, специй. И вот тут вот такой вот для мелочей вот всяких. Столовые приборы у нас под прям духовым шкафом. Это очень удобно, потому что раньше они были в том ящике, потом вот я их переместила сюда. Это гораздо удобнее. Все остальное. Вот еще дверь. Это здесь у нас
какие-то, она такая, как карусель выполнена. Столешница из чего у тебя, получается, сделана? Это дубовый шпон, дуб, Мгм. шпон, вот Ага. в каталоге так вот написано. Мы в использовании уже 2,5 года почти. Конечно, возле раковины немножко от воды почернело, но в принципе мы довольны этой столешницей, и если бы мы делали ремонт заново, то мы бы опять ее купили. И еще у тебя получается такая декоративный кирпич, да, белый, как вместо фартука. Да, фартук это прям тот же гипсовый кирпич, что что из чего выполнен камин. Здесь пытались сделать такой элемент обрушившейся стены. Кирпич на самом деле хоть и пористый, он такой текстурный, Да, но он как его очень... мыть, вот, например, после готовки и всего остального? Во-первых, как-то, ну, мы стараемся, чтобы ничего не летело, а Мгм. во-вторых, на самом деле, это он какой-то он очень простой. Он покрыт краской, если не ошибаюсь, для потолков. И он очень легко моется, поэтому у нас с ним проблем вообще нет. Вот это я рисовала вот эту вот конструкцию просто на тетрадочке в клеточку, а потом мама Димы, ну, моего мужа, она уже обратилась к подружке, у нее дочь дизайнер, и та в какой-то там программе, то есть вот она, я ей сказала размеры этих кирпичиков, и она, то есть с затиркой вот это вот все высчитала, примерные размеры, и мы уже дали эту схему нашим строителям, и они уже клали вот прям по кирпичикам, вот тут половинка, тут целый, вот, то есть вот так вот. Дальше у нас самая важная часть этой кухни – это бак для корма нашего Рони. И дальше его миски. Миски мы искали на Авито, то есть нашли мужчину, который выполняет вот миски для животных. Они из какого-то дерева, наверное, сосна. И вот там вставлены просто металлические миски. То есть дальше у нас как бы получается обеденный стол. Здесь мы соединили балкон с кухней. Потому что когда мы зашли в эту квартиру, увидели этот вид, эти панорамные окна, и мы поняли, что именно здесь должен встать обеденный стол. Так и случилось. Еще я видел у тебя здесь, получается, можно дальше пройти, да? Да, у нас там стеллаж. Там у вас зона отдыха, да, как бы? Да, в зимнее время мы как бы находимся на этой части балкона. Здесь у нас вот стеллаж. У нас проигрыватель с О, класс, а пластинками. сможешь поставить? Да. Здесь у нас пару контейнеров для хранения. То есть в этом большом у нас картофель, в этом просто какие-то мелочи. Книги, фотографии в контейнере, просто светильник и кашпо. А вот на такой большой, можно сказать, присоединенной лоджии не холодно, потому что окна высокие, в пол, вы здесь обедаете, ужинаете, завтракаете. Да, именно холодно, в особенности в зимнее время. Ту зиму мы еле пережили, потому что у нас были еще старые, точнее окна остались те же, потому что нельзя менять фасад дома. То есть мы утепляли, то есть с внешней стороны поднимались вот на этих люльках, снимали тот корпус и пропенивали. Так как это алюминиевое все, зимой это очень охлаждается, и прикоснуться, конечно, невозможно. Поэтому мы утепляли, вот пропенивали, и окна у нас были двухкамерные и меняли на четырехкамерные, чтобы было теплее. Конечно, стало намного теплее, но все равно окна от застройщика это очень плохо. Угу. Еще я увидел под столом у тебя, вы, получается, сделали... Это конвектор, да. То есть, когда был ремонт, нам посоветовали установить этот конвектор, якобы он нас спасет от холода. Но, конечно, он нас не спас, потому что как-то очень много было принятий решений разных, и не могли уделить каждой
мелочи, время, и мы так как-то быстро согласились, поверили, доверились. О чем мы, конечно, жалеем, потому что ножки стульев застревают, это не совсем красиво, эстетично. После соглашения, установки я зашла в интернет, посмотрела, что это такое, и, конечно, нас, можно сказать, обманули, потому что вообще это устанавливается возле окон, и это работает только в таком случае, в таком виде, потому что тепло ударяется об окно, и от окна это уже отходит в комнату, и, соответственно, вот такая вот циркуляция как бы проходит, и это тепло. А здесь это, конечно, просто он жужжит, ногам немножко теплее. Эти кресла у нас из Икеи, они сейчас, это серия Нильсове, они уже вышли из ассортимента, и мы столкнулись, конечно, с такой неприятной ситуацией, такая боль наша была. Мы купили 3 кресла, а 4-е не успели докупить. И они, то есть об этом не сообщали на сайте, что они выходят из ассортимента. И мы думали, что мы попозже купим 4-е. Этого не случилось, потому что они вышли из ассортимента, и мы очень долго искали их на Авито, на Юле, вот на каких-то сайтах. Мы даже писали где-то в Белоруссии, вот какая-то Икея, вот эти вот доставки, сайты. То есть везде нет, или не пересылают, или нет наличия и так далее. И вот совсем недавно, где-то около месяца назад, мы на Авито высмотрели поздним вечером, уже лежа в кровати, там зашла в последний раз на Юлу Авито и вот нашла кресло. Это, кажется, даже какой-то салон продавал, они меняли концепцию, там, дизайн салона, и вот продавали 3 стула, и мы один из них купили. Ну что, сейчас перейдем в нашу ванную, я вам сейчас все покажу. Входи, это наша ванная. В ванной у нас душевая кабина. Мы не любим принимать ванну, и поэтому было, конечно, принято решение установить душевую кабину. Это просто, здесь у нас ширина ее 90 на 90 сантиметров. Вся сантехника у нас из Кайзер. И на кухне, и в ванной. Здесь у нас вот расположена стиральная машина, корзина для белья, корзина, в которой хранятся бутылочки с химией. Здесь контейнер со стиральным порошком, полотенце. То есть у нас, в принципе, в ванной открытая система хранения. Это все-таки как-то и дисциплинирует, и не утяжеляет. То есть уже ты не бросишь как-то так на полку небрежно тоже полотенце. То есть ты его уже сначала отпаришь и потом красиво положишь на полочку. Мы как бы довольны. И вот здесь вот у нас тумба, это Икеа. Она подвесная. На ней раковина, накладная раковина, тоже Икеа. Зеркало, дополнительный свет. Основной у нас обычные лампочки. А зеркало такое интересное, это что? Это самое простое зеркало, оно совершенно недорогое, Икеа, там рублей 500-600 оно стоит. Это светильник, тоже Икеа, бра. И вот получается открытый, опять же, система хранения, это бамбуковый стеллаж. Кстати, бамбуковая столешница, мы ей очень довольны. Сюда постоянно попадает вода и вообще ей ничего. То есть мы можем даже не успеть вытереть, и все равно не чернеет, в отличие от кухонной. Пойдемте, я покажу вам нашу спальню. Итак, мы в спальне. Совсем недавно мы перекрасили ее. У нас был тоже такой розовый оттенок. Мы, конечно, не хотели сделать комнату Барби, но все-таки, так как света мало в этой комнате, и получался такой грязно-розовый оттенок, такой уходил в серый, и нам это очень не нравилось. Это, кстати, наша уже 3-я кровать за 2 года жизни в этой квартире. Все никак не могли найти ту самую. Очень удобные ящики выдвижные, здесь многое можно убрать. Вот сюда мы убрали постельное белье, там вещи какие-то для гриля, палатки, стол для пикника,
Зимнюю обувь мы успели убрать на ту сторону. То есть действительно ящики очень вместительные, они и широкие, и глубокие. Это тумбочка бамбук, кстати, серия та же, что и шкаф в коридоре, Нордкиза. Тоже такая маленькая, минималистичная, такая легкая, мы и довольны. Изголовье, кстати, у кровати мы не стали устанавливать, потому что мы хотели какой-то такой вот этой воздушности. И просто при сборке кровати не стали ее скреплять. Это у нас 2 шкафа платяных IKEA серия Pax. То есть это мой шкаф, это шкаф Димы. Комод у тебя очень красивый, интересный. Я такой еще нигде не видел, кажется. Да, это тоже IKEA, но это та серия, которой не было в нашей. И мы через знакомых как-то находили выходы и заказали, то есть его привезли из Финляндии. Мы его вот забирали, ездили. Это, конечно, вообще моя любовь. Это, как говорят, там при пожаре все самое важное взять. Вот, наверное, а я его возьму, прежде чем не документы, а за шкафом побегу. Класс, за а как этим. нашла его, раз его нету в России? Я им просто вот заболела, вот когда вот я его увидела на этих пинтерестах, в Инстаграме у этих блогеров заграничных, и то есть он везде мелькал. А если не секрет, а сколько он стоит, вот если его везти из-за границы и вообще сам? Дорого обошлось? Он сам получился где-то 30 тысяч рублей, и плюс за доставку где-то 5-6 тысяч, вот так вот. Ну, в принципе, круто. Или да. 35 и доставка. Мгм. Или Ну, 30, или 35 он без доставки, и доставка вот где-то 5-6 тысяч получилась. И вот здесь у нас балкон. Он выполнен из 3D-панели. Это сосна Leroy Merlin. Здесь у нас расположены сушилки для белья. Это IKEA, какая-то лимитированная коллекция тем летом вышла. И мы, конечно, когда увидели, они нам очень понравились. И мы поменяли наши напольные металлические сушилки для белья на эти деревянные. Они не совсем выдерживают сколько металлические. Все-таки сюда мы вешаем что-то маленькое, легкое, а напольное уже выдерживает постельное белье, джинсы, все такое тяжелое, толстовки. Здесь у нас подушки напольные, плетеные. На них мы, когда мы на балконе проводим время, мы на них сидим. И также мы их используем в гостиной, просто на пол бросаем перед камином, и также на них сидим. А на стене ты сказала, что у тебя? Это 3D-панель называется Leroy Merlin, то есть это сосна. Она так и делается, или это вы сами как-то? Нет, получается? это вот она, у нее такой какой-то вот... Это именно вот панель, она вот прям присоединяется и уже вот с выпуклыми частями, да? Из таких кирпичиков вот ее как-то вот делали. То есть один выше, глубже, один выше, ниже. Очень и красиво вот... вышло, получилось прям. Очень Да, нравится. причем она была недорогой, и мы когда ее увидели случайно в Леруа, мы ее сразу купили, чтобы успели. Спасибо, что побывали у нас в гостях. Смотрите другие ролики на канале Реальный дизайн.